Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова великий и могучий проект о русском языке с региональным акцентом. Вы уже знаете, что в русском языке выделяются две основные группы частей речи – самостоятельная и служебная. Вы помните, что самостоятельных частей речи насчитывается 6, а к служебным частям речи относятся предлоги, союзы и частицы. Особое место в русском языке занимают слова междометия. Сейчас мы изучаем служебные части речи. Сегодня познакомимся поближе с союзами. Для чего нужны союзы? Для начала попробуем представить предложения, из которых союзы вдруг исчезли. Я бегаю по утрам, занимаюсь плаванием по выходным. Я любила читать книги, была маленькой. Тане надо идти, уже темно. По утрам надо завтракать, быть в хорошем настроении. Согласитесь, что эти предложения не совсем понятные и даже странные. А теперь вернем в текст союзы. Я бегаю по утрам и занимаюсь плаванием по выходным. Я любила читать книги, когда была маленькой. Тане надо идти, потому что уже темно. По утрам надо завтракать, чтобы быть в хорошем настроении. Итак, союз – это служебная часть речи, которая служит для связи однородных членов предложения, частей сложного предложения, а также отдельных предложений в тексте. Союзы не изменяются, не являются членами предложения. Вместе с тем у союзов есть собственные морфологические признаки, оттенки значения и четкое место в предложениях. Без союзов мы не можем правильно построить фразу, предложение или текст. Обратите внимание на экран. На схеме представлены признаки союзов по образованию, строению, функции, значению. Союзы можно разделить на группы по способу образования, по строению, по функции, роли в предложении, а также выделить несколько основных разрядов союзов. Союзы по способу образования делятся на непроизводные и производные. Непроизводные союзы и, а, но, или, как, что и другие. Производные образованы по-разному, соединением непроизводных союзов, как будто, но и, так как, соединением указательного слова и простого союза, для того чтобы, с тем чтобы, соединением союза с местоимением и словом с обобщенным значением, в то время как, до тех пор пока. От других частей речи, хотя, чтобы. По строению союзы делятся на простые, состоящие из одного слова, и составные, состоят из двух и более слов, которые могут повторяться в предложении. Простые союзы и, а, но, или, что, чтобы, как, если, однако, зато, тоже и другие. Составные союзы так как, в то время как скоро, вследствие того, что, в связи с тем, что. Составные делятся на двойные, не только, но и повторяющиеся ни, то, или. Роль союзов – выражение связи в предложении или синтаксических связей, сочинительных и подчинительных. Сочинительная связь – это связь, которая выражает равноправные отношения элементов. Подчинительная связь – это связь неравноправных компонентов, при которой один из компонентов зависит от другого. Так связаны части сложноподчиненных предложений. Поэтому можно разделить союзы по характеру синтаксических отношений, а внутри этих двух групп выделить разряды союзов по значению. Обратите внимание на таблицу на экране. В простых и сложносочиненных предложениях используются сочинительные союзы, в сложноподчиненных предложениях – подчинительные. И каждый союз несет в себе смысл, соответствующий смыслу предложения. Давайте попробуем найти союзы в отрывках из книги вятского писателя Владимира Ситникова «Свадебный круг». Действие в книге разворачивается во второй половине XX века в вымышленном городе Бугрянск и его окрестностях. На первом плане отношения молодых героев книги. Инженер Серебров вроде бы настырно и круто обучал своих курсанток тракторному делу, но все чаще, оглядывая лица сидящих в кабинете учениц, думал о том, что потуги его напрасны. Союз «и» соединяет однородные обстоятельства.
Настырно и круто союз «но» противопоставляет по смыслу две части предложения с однородными сказуемыми. Обучал, но думал. Союз «что» относится к подчинительным союзам и связывает две части сложно подчиненного предложения. Думал о чем, что потуги его напрасны. Союз «что» в этом случае изъяснительный. Он с одобрением рассказывал о том, как Шитов спас редактора районной газеты Метелькова, который переложил за галстук в значении «перебрал алкоголя» и свалился в Бугрянске на трамвайных путях. Союз «как» относится к подчинительным союзам и связывает две части сложно подчиненного предложения. Рассказывал о чем? Как Шитов спас редактора районной газеты. Союз «как» в этом случае изъяснительный. Союз «и» соединяет однородное сказуемое «переложил» и «свалился». Союз «и» в этом случае сочинительный, соединительный. И девчата старались, и от Ольгина была помощь. И Шитов то и дело спрашивал, идут ли занятия. В этом примере мы видим повторяющийся союз «и», который соединяет простые части сложного предложения. Нужно понимать, что в русском языке есть свои трудные моменты. Иногда в сложных предложениях используются не только союзы, но и союзные слова, и даже союзы-частицы. А некоторые сложные предложения могут быть вообще без союзов. Их смысл передается с помощью знаков препинания, например, двоеточие или тире. А теперь домашнее задание. Найдите союзы в стихотворении вятской писательницы Елены Наумовой. Оно доступно по ссылке в описании под этим видео. Какая странная зима. Сначала нежный свет, и серебро, и серема, и след почти что вслед. А после ночь темным темна. Заблудится любой, какая странная зима досталась нам с тобой. Но снег растает без следа, идя по февралю. Ты не узнаешь никогда, как я тебя люблю. Публикуйте свои работы в интернете в любом формате. Текст, видео, аудио с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч! Любите и изучайте русский язык!